Приготовьтесь! В этом видео будет очень много милых кошка-девочек. Если вы постоянный пользователь ТикТока, то наверняка натыкались на вот это. Люди, которые махают хвостиками, едят блинчики в виде костей и просто кайфуют от своего образа. Кто же они такие? Меня зовут Яна, и мы разберемся прямо сейчас, после интро. Если вы когда-то в детстве рисовали принципиально девочек с какими-нибудь ушками, потому что их головы без ушек выглядели слишком пустыми, то вы поймете, о чем это видео. На самом деле, в интернете информации о Кеймон и Мими практически нет. Это очень непопулярная и неосвещенная тема, которую на сайтах описывают примерно как термин, а не как субкультуру. Что-то типа классификации персонажей. Вот это Яндера, вот это Цундера, а вот это Кеймон и Мими. То есть это слово использовалось раньше для обозначения характерного персонажа, у которого есть ушки и, возможно, хвостик. Но кто тогда такие все эти люди в ТикТоке, которые яро борются с хейтом и пытаются пояснить за происходящее в их видео? Постараюсь создать новое определение для таких людей, которое вы не найдете ни на одной Википедии. Итак, Кеймон и Мими, я не уверена насчет ударения, это челы, которым нравится одевать ушки, хвостики, возможно, ошейники, и строить за счет этого образ, чаще всего милый. Они не считают себя животными и не ведут себя соответствующе. То есть они не будут, как квадроберы, нападать на прохожих или бегать на четвереньках. Хотя в каждом сообществе есть те, кто перегибают палку, и Кеймон и Мими не исключение. Может случиться и так, что вы наткнетесь на видео, где их представитель покупает себе слишком много игрушек из зоомагазина и чуть ли не начинает вести себя по-собачьи. Просто держите у себя в голове, что это исключение, и большинство ведут себя адекватно. Типа, это все еще люди, просто с небольшими милыми аксессуарами. Они говорят, что их движения про стиль одежды, и что им симпатизируют подобные украшения. Кеймон и Мими — это очень молодая субкультура, которая вот только-только родилась, и которой исполнился примерно год, если верить датам публикации видео. Сама по себе история возникновения неизвестна, но, скорее всего, кто-то один решил в реальной жизни одеться как тот типаж персонажей, а остальные подхватили эту идею и стали из этого делать отдельную культуру. Есть еще одно предложение, которое гласит о том, что Кеймон и Мими произошли как побочное ответвление от фури, потому что они тоже ведут себя антропоморфно, просто предпочитают быть менее пушистыми, я думаю. Но на деле сами Кеймон и Мими не знают, от чего произошли и что является правдой, а что мифом. Потому что это реально очень молодая субкультура. Под их видео можно часто увидеть хэштег «фури», но есть и другая сторона, которая говорит о том, что они не фури. Но даже эта непостоянность не мешает каждый день появляться новым аккаунтам, посвященным этой теме. И это круто, потому что самовыражение очень важная часть нашей жизни. Если же говорить про тот самый термин Кеймон и Мими, о котором есть информация в интернете, то это персонажи аниме и манги, люди с мозаичными чертами животных. То есть вот все эти персонажи и есть Кеймон и Мими. Могу сказать, что раньше подобное название существовало только для кошка-девочек, а именно Неко. Сам термин Неко появился примерно 30 лет раньше, из-за чего и более популярный, известный. Но зато Кеймон и Мими более гибкий, за счет того, что у них есть подтипы. А именно комбинация животного, на котором они основаны, плюс Мими, ушки в переводе. Итак, мы имеем Неко Мими, кошка-девочки, Ину Мими, собачки, Ока Мими, волки, Кицуна Мими, лисички, Уса Мими, кролики и остальные подтипы вот на этом скриншоте. Перечислять всех было бы очень долго.
И вот вам еще один скриншот с разницей Кема на Мими от фурии и обычных животных. Но я думаю, вы сами понимаете это. Также Кема на Мими — это именно те персонажи, которые имеют прототипы реальных животных. Различные ламии, русалки, кентавры, оборотни и так далее — это уже монстр Мусуми, девушка-монстр в переводе. Или же монстр Данши, парень-монстр. Они имеют прототип нереальных мифологических существ. И среди них есть много неживотных. Например, девушки-призраки, зомби, людоеды тоже относятся к монстру Мусуми. Если вы создаете своих персонажей, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой поближе и самим почитать. Там реально много интересных видов, и это прям как непаханное поле. Типа вам дано такое разнообразие существ, а вы продолжаете делать обычных людей? Но вернемся к Кема на Мими. Можно ли считать своего персонажа Кема на Мими, если вы не знали о этом термине перед тем, как создавать его? О да, это мой случай. Потому что Йена была создана мной до того, как я узнала о существовании Кема на Мими. И хоть она имеет прототип реального животного и нотовидной собаки, знаю, что не похоже, конечно, но она также является тануки, что уже относится к мифологии. И скорее меня можно назвать как раз монстром Мусуми, но и Кема на Мими одновременно. Потому что енотовидная собака-то существует, да? Или нет? Получается, когда кто-то меня по ошибке называет фури, они частично правы, потому что Кема на Мими тоже могли бы быть веткой от фурии. Но вообще, у меня для Йены есть отдельный лор с отдельным миром, так что я сама для себя решаю, кем она является с учетом новой субкультуры. И вы также можете решать, кем является ваш персонаж. Даже если он имеет какие-то черты от Кема на Мими, вам не обязательно делать его именно таким вот в рамках этого термина, если вы не хотите. Ну так вот, если подводить итоги, то есть более старый термин, который обозначает тип персонажа в аниме, и есть более новый, который обозначает молодую субкультуру. Они любят красиво и мило одеваться, создавать образ и самовыражаться через аксессуары. Такие люди не несут в себе какой-то сексуальный или извращенный посыл, не ведут себя как животные и ничем не связаны с стереантропами и квадроберами. Можете считать меня блокнотным шпионом, который посмотрел зарубежные тренды из всякой Америки и передал информацию вам, предупредив. Потому что это очень частая история, когда спустя пару лет какая-нибудь тенденция с иностранной стороны ТикТока переходит на русскоговорящую часть. Будьте готовы. Вообще, уже даже сейчас потихоньку набирается русское комьюнити Кема на Мими. Но они очень страдают из-за того, что их значительно меньше американских, и их еще и не понимают особо. Так что я занялась сегодня популяризацией этой темы, да-да. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всей этой теме, мне будет очень интересно услышать ваше мнение. Пожалуй, это все, что я хотела сегодня сказать. Буду рада, если вы присоединитесь к моему телеграм-каналу. Туда я выкладываю свои акты, делюсь видео, и вообще именно там можно найти какую-нибудь информацию о канале и обо мне. Также там есть очень милый и дружелюбный чатик, где вам будут рады. Теряп-теряриеп, 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 теряп-теряриеп. Терем-терярем-терем-терем-терярем-терем. Еще передаю отдельную благодарность за поддержку этим людям. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! You are a femboy furry, and being a femboy furry is okay. Send this to someone who's a femboy furry.